Зеленский в Лондоне. Срочные переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Трамп опять обвиняет Украину в несговорчивости. Между Таиландом и Камбоджей опять война, хотя Трамп подписывал мирное соглашение. Песков обещает, что Россия и Индия будут и дальше нарушать санкции и торговать нефтью. В Сирии празднуют годовщину свержения Асада, но беженцы не спешат возвращаться на родину. Мы рассказываем только о главном. События, которые касаются каждого. Подписывайтесь. Это «Один день». Я Андрей Данилевич. Начнем с сенсации, которой не случилось. Предпринимателя Игоря Коломойского, который сейчас находится в СИЗО СБУ и обещал сегодня на очередном заседании суда обнародовать известные ему сведения о президенте Украины Владимире Зеленском и его окружении, не доставили в суд. Формальная причина из-за поломки транспорта конвойной службы, сообщил секретарь суда. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры в Лондон. Сегодня на Даунинг-стрит 10 в резиденции премьер-министра Соединенного Королевства прошла встреча Зеленского с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем. Мы стоим на стороне Украины, и если должен быть режим прекращения огня, то он должен быть справедливым и устойчивым. Поэтому так важно, что мы неоднократно подчеркивали, вопросы, касающиеся Украины, это вопросы, решения которых принимает Украина. И мы здесь для того, чтобы поддерживать вас в конфликте и в переговорах и обеспечить справедливое и длительное урегулирование, если мы сможем этого добиться. То, что сегодня действительно важно, это единство между Европой и Украиной, а также единство между Европой, Украиной и Соединенными Штатами, потому что есть вещи, которые мы не можем сделать без американцев, и есть вещи, которые мы не сможем сделать без Европы, поэтому нам нужно принять несколько важных решений. Мы все поддерживаем Украину, и мы все поддерживаем мир и мирные переговоры, чтобы добиться устойчивого, прочного мира. И я думаю, что у нас в руках много козырей. Финансирование и поставки, оборудование, то, что Украина продолжает сопротивляться в этой войне, а также то, что экономика России начинает испытывать трудности, особенно после последних наших санкций и санкций США. И сейчас, я думаю, главный вопрос – это достижение единой позиции между нами, европейцами, Украиной и США, чтобы завершить эти мирные переговоры и затем перейти в новую фазу на самых выгодных условиях для Украины, для европейцев и для коллективной безопасности. Это может быть решающий момент для всех нас. Мы продолжаем поддерживать Украину, как вы знаете. С другой стороны, мы наблюдаем переговоры и консультации в Москве. Я с нетерпением жду, чтобы услышать от вас, президент Зеленский, о том, что последовало после этих разговоров. И мы остаемся решительно на стороне Украины, поддерживаем вашу страну, потому что мы все понимаем, судьба Украины — это судьба Европы. Именно поэтому мы здесь, чтобы понять, что можно сделать. И никто не должен сомневаться в нашей поддержке Украины. И поэтому мы твердо стоим рядом с вами. Итог переговоров пока не ясен. Я скептически отношусь к некоторым деталям документов, которые поступают со стороны США, но нам нужно это обсудить. Перед этим Зеленский отметил в интервью агентству Bloomberg, что в переговорах США, России и Украины пока нет согласия по вопросам Донецкой и Луганской областей. Он также отметил, что Киев настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности со стороны западных союзников, прежде всего США. Есть один вопрос, на который я и все украинцы хотим получить ответ. Если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры, сказал президент Украины. Напомним, после серии переговоров с представителями США о мирном плане 6 декабря Зеленский провел итоговый двухчасовой телефонный разговор со Стивом Виткофом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Издание Axios писало, что самыми сложными темами во время разговора были вопросы территории и гарантий безопасности. Вот как описал ход этих переговоров секретарь СНБО Рустем Умеров.
Несколько дней мы вместе с Андреем Гнатовым работали в Соединенных Штатах с представителями президента Трампа. Благодарен за конструктивную работу. Приоритетной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию о их переговорах в Москве и все черновые варианты актуальных предложений, чтобы детально обсудить их с президентом Украины. Вместе со всеми партнерами мы должны сделать все для достойного завершения этой войны. Сегодня мы предоставим президенту Украины полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы. Марафон ежедневных переговоров в Майами начался в четверг между специальным посланником США Стивом Уиткофом, зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером и украинскими официальными лицами Рустемом Умеровым и Андреем Гнатовым. Полностью о достигнутых в США договоренностях Умеров доложит Зеленскому лично. После скандала с утечкой переговоров помощника Путина Юрия Ушакова и переговорщика Кремля Кирилла Дмитриева со Стивом Уиткофом было принято решение обсуждать самые важные темы только лично. Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц покинули резиденцию британского премьера после встречи со Стармером и Зеленским. Все четверо отказались отвечать на вопросы журналистов, ограничившись лишь краткими заявлениями о поддержке Украины. Президент Украины и премьер-министр Великобритании продолжат переговоры в двустороннем формате. Will you back a deal that gives Russia Ukrainian land? Prime Minister. А вот как прокомментировал ход переговоров во Флориде и встречу в Лондоне глава аппарата Белого дома Алекс Грей. Надеюсь, что у европейцев хватит ума понять. Если они попробуют играть президентом Трампом против европейских партнеров или кого-то еще, для них это плохо закончится. И для Украины тоже. Но Дон-младший на 100% прав. Президент, у него огромное сердце, когда речь идет о людях, которые страдают в зонах конфликтов. Именно поэтому он попытался закончить больше 8 конфликтов меньше, чем за год. Но реальность, Брайан, в том, что сейчас президент расставляет приоритеты. Как и сказано в его стратегии нацбезопасности на прошлой неделе, он делает ставку на наше полушарие, делает ставку на Азию. И у нас просто нет ресурсов втягиваться бесконечно в такие затяжные переговоры. Такова реальность. Ну вот какая реальность. Я бы хотел, чтобы президент надавил на Путина. Сказать ему, томагавки будут поставлены в течение 6 недель. Больше патриотов зайдут в игру в течение 6 недель, если я не увижу существенного прогресса. Дать ему понять, что лучше не станет. Потому что это был совсем не блестящий момент в военной истории России. В широком смысле, это эпический провал. Это абсолютно так. Россия во многом показала, что она бумажный тигр. И если честно, Брайан, за последние 4 года Россия доказала, почему она не должна быть центром стратегического внимания США. Это держава на спаде. И я согласен, президент Трамп проявил потрясающее стратегическое видение. И именно поэтому мы держали Россию в ее рамке весь его первый срок, благодаря политике силы. Мы сдерживали Россию. И когда президент сможет вывести в игру томагавки или другие дальнобойные вооружения, ты увидишь, как Путин, думаю, очень быстро пойдет на попятную. На границе Таиланда и Камбоджи снова вспыхнули боевые действия. Таиланд нанес авиаудары по позициям вооруженных сил Камбоджи вблизи границы между двумя странами, после того, как камбоджийские войска начали обстрел позиций армии Таиланда. 7 декабря камбоджийские военные дважды обстреляли гражданские районы в приграничной провинции Бурирам из реактивных систем залпового огня БМ-21. Также на территории Камбоджи замечены перемещения тяжелой техники. После этого Таиланд в ответ объявил о нападении. В результате последних столкновений 1 тайский солдат погиб, еще 4 получили ранения. Столкнувшись с атаками Таиланда, камбоджийская армия все равно не нанесла ответного удара. Они соблюдали режим прекращения огня. Совместное соглашение о прекращении огня между Камбоджей и Таиландом и другие принципиальные договоренности между двумя странами. Действуя в соответствии с механизмами мирного урегулирования и нормами международного права. В этой связи Камбоджа хотела бы обратиться к международному сообществу с призывом осудить это нарушение совместной декларации о мирном соглашении между Камбоджей и Таиландом и незаконные действия Таиланда. Камбоджа требует, чтобы Таиланд взял на себя ответственность за эту агрессию и призывает Таиланд немедленно прекратить эти насильственные действия, угрожающие миру и стабильности в регионе.
Правительство хочет подчеркнуть, что сделает все возможное для защиты суверенитета и территориальной целостности страны в соответствии с международным правом и будет использовать законные права для обороны нашей нации. Сегодня мы провели заседание Совета национальной безопасности и пришли к выводу, что правительство будет действовать в соответствии с решениями заседания, согласно которым будут проводиться военные операции против любых атак в зависимости от ситуации, а также оказываться поддержка другим военным миссиям, когда это необходимо. Таиланд не хочет видеть насилие. Мы подчеркиваем, что Таиланд никогда не инициировал столкновения и никоим образом не вторгался. Но Таиланд не допустит нарушения своего суверенитета и будет продолжать принимать соответствующие меры, проявляя осмотрительность, придерживаясь принципов мира, стабильности и соблюдая гуманитарные нормы. Новый этап обострения отношений Японии и Китая. Официальный Токио опроверг заявление Китая, что самолеты японских сил самообороны якобы помешали полетам китайской военной авиации во время инцидента на выходных. Напомним, китайский военный самолет навел радар на японские самолеты около острова Окинава, где расположены базы военно-морских сил США. Как заявил Токио, китайский истребитель J-15 взлетал с авианосца Ляонин днем и вечером. Япония подняла в воздух свои истребители F-15. Китайский истребитель держал под прицелом с перебоями японские самолеты днем 3 минуты, а вечером полчаса. Нам сообщили, что самолет сил самообороны сохранял безопасную дистанцию, выполняя свою миссию по противодействию нарушению воздушного пространства. Поэтому утверждение китайской стороны о том, что самолет сил самообороны серьезно препятствовал безопасному полету китайского самолета, является необоснованным. Мы и дальше будем реагировать спокойно и решительно. Правительство Японии продолжит внимательно отслеживать деятельность китайских военных в воздушных и морских районах вокруг Японии и обеспечивать тщательные меры по наблюдению и контролю в этих районах. Японские истребители по тревоге поднимались в воздух в ответ на то, что на авианосце Ляонин шли тренировки по взлету и посадке боевых машин. Японские официальные лица, которых цитирует агентство Куудо, говорят, что японские пилоты следовали за китайскими самолетами на безопасном расстоянии и не совершали никаких актов, которые могли быть сочтены как провокационные. Фиксация на цели китайским радаром была опасным действием, выходящим за рамки необходимого для безопасного полета самолетов. И сам факт произошедшего крайне прискорбен. Мы решительно протестовали перед китайской стороной и строго потребовали, чтобы такое не повторилось. Мы будем реагировать спокойно и решительно. Министр обороны Тайваня заявил, что остров должен усиливать свою оборону после того, как администрация Дональда Трампа обнародовала новую стратегию национальной безопасности США. Напомним, в документе говорится, что цель Соединенных Штатов – сдерживать конфликт вокруг Тайваня. Китай считает Тайвань своей территорией и не отказывается от возможного применения силы для установления контроля над островом. Пекин также предъявляет обширные претензии в регионе, включая почти всю акваторию Южно-Китайского моря, что вызывает споры со многими соседними государствами. Соединенные Штаты считают крайне важным взаимодействовать в вопросах сдерживания и предотвращать любые дальнейшие односторонние действия, которые могут нанести ущерб миру и стабильности в регионе. Эти фундаментальные базовые ценности рассматриваются ими как приоритет номер один. США активно продвигают сотрудничество стран Индо-Тихоокеанского региона для создания эффективного коллективного сдерживания. В то же время Тайвань также должен укреплять собственные оборонные возможности и решимость. Кремль заявил, что Индия продолжит покупать нефть там, где это выгодно, чтобы обеспечивать собственные экономические интересы. Напомним, президент США Дональд Трамп в августе удвоил тарифы на индийские товары до 50% в качестве мер воздействия за закупки российской нефти, которые помогают финансировать войну России против Украины. Во время визита в Нью-Дели на прошлой неделе Владимир Путин предложил Индии бесперебойные поставки топлива. Индия, будучи и оставаясь суверенным государством, осуществляет внешнеторговые операции и закупает энергоресурсы там, где это выгодно для Индии. И, насколько мы понимаем, наши индийские партнеры продолжат такую линию по обеспечению своих экономических интересов.
В сирийском городе Камышлы бывший центр безопасности эпохи Башара Асада превратился в пространство отдыха, где теперь работают кафе и проходят театральные мастер-классы. Здание, в котором когда-то держали политических заключенных, этой весной было полностью перекрашено и переоборудовано группой местной молодежи при поддержке курдской администрации. Посетители приходят сюда на кофе и занятия актерским мастерством, в те самые комнаты, которые ранее ассоциировались с допросами и страхом. Впрочем, некоторые камеры решили сохранить и ничего в них не менять, чтобы они остались напоминанием о прошлом. Раньше все держались подальше отсюда. В этих одиночных камерах людей держали в заперти, без света, без окон и без еды. Они запирали здесь людей, никто не знал их судьбу, и их здесь пытали. Мы изменили это место с точки зрения цветовой гаммы. Мы привнесли в это здание краски жизни. В этом центре проводится множество мероприятий, и со временем мы превратим это место в площадку для обучения театру, кино и стендап-комедии. В Хаме, Сирия, жители отмечают первую годовщину падения режима Асада. Праздничное шествие, сирийские флаги, но в городе сохраняется присутствие сил безопасности. А тем временем многие сирийцы, живущие за границей, до сих пор не приняли решение возвращаться домой. Тем более, что значительное число беженцев уже стали гражданами ФРГ. Сейчас, после 10-12 лет, некоторым трудно вернуться, потому что многие сирийцы уже многого добились здесь. У многих есть дети, которые ходят в школу. Поэтому решение вернуться в Сирию дается нелегко. Например, я задавался вопросом, могу ли я стать немцем только потому, что я врач? Другими словами, меня принимают здесь как личность или только как работника. Есть страх открывать письма из иммиграционной службы, где могут сказать: «Теперь ты должен вернуться в Сирию». Думаю, многие хотели бы вернуться, но хотят иметь возможность хорошо спланировать и организовать это. Наша страна разрушена. Нет работы, нет жилья, нет средств к существованию. Мы приехали в Германию, потому что это очень хорошая страна. Ангела Меркель сказала, что сирийцев в Германии принимают. Сразу в нескольких европейских городах стартовали традиционные предновогодние забеги Санта-Клауса. Тысячи людей в красных шубах заполонили улицы Ливерпуля, где состоялся ежегодный 5-километровый марафон. Этот праздник Великобритании стал символом начала рождественского сезона. В этом году участникам предложили собрать средства для 8 местных благотворительных организаций. А в Германии центром праздничного забега стал небольшой городок Михендорф. Там Санта-Клаусы бегут не только ради настроения и разминки на морозе. На финишной прямой каждого ждет сладкий приз – шоколадный Санта от местного бегового клуба. Участвовать в таких забегах может каждый. Нужен лишь костюм и немного предновогоднего настроения. Да, весело было вот так бегать. Здесь есть несколько действительно выдающихся людей. Результаты победителей всегда впечатляют. Но я думаю, что это действительно хорошо подготовленные люди. Мне так понравились эти спортивные испытания и атмосфера. Я впервые в этом году приняла участие в забеге. И я в восторге. Это здорово. Это был «Один день». Спасибо, что подписались. Впереди новые выпуски новостей.